Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим, что сегодня карты скажут. Вся правда про тебя. Вот вся правда про тебя, вот такое вот, чтобы сказали. Как они вас видят? Может быть, какие-то подсказки будут. Может быть, действительно какие-то ответы на ваш вопрос будут. Посмотрим. Не знаю, что будут карты говорить, но я для них вот им задаю вопрос. Вся правда про тебя. Да? Знаете, хочу сказать, как раз с этим раскладом. Мне написали в комментариях, почему я вот раньше делала расклады, снимала видео наоборот, да, что вот наоборот была камера стояла и карты все видно было. Знаете, потому что мне вот именно так сейчас хочется, как будто бы я с этой стороны стола сижу, а вы с той. И вы вот задаете какие-то вопросы, и я вам вот по картам их открываю и считываю. Для меня как будто бы вот мы так ближе. Ну, пока что так, а потом, может, опять поменяю. Так что не сердитесь, да, кто написал там комментарии такие. Так, потому что вот почувствовала, что именно так сейчас надо. Давайте, думайте о себе сейчас, проговорите свое имя и считываем. Считываем информацию, смотрим, что там интересненького будет. Угу. Есть. Башня. Башня про вас. Тут юстиция выходит. Фемида. Слушайте, вы сами знаете, какая вы есть. Ну или какой, да, если мужчину смотрите, вы сами знаете. Но пусть еще карты скажут, да. По вот этой карте вы себя хорошо понимаете. Да и слава Богу. Да и слава Богу. Единственное, вы не понимаете, наверное, в каких-то вещах, вот в каких-то ситуациях. И да, иногда есть по поводу этого вопросы. А то, что вы уверены в себе человек, это прекрасно. Есть неуверенность у кого-то, но только навеянная, насланная, натянутая какими-то другими людьми, именно людьми. Не ситуациями, не там еще чем-то, да, а вот именно людьми. Кто-то когда-то вам сказал, может быть, недавно даже вам сказал, что вы вот вообще в этом не разбираетесь, или вы слабый человек, или вы вообще... Извините, конечно, но говорили и плохие слова. Я их, наверное, не буду сейчас говорить, чувствую, но не буду говорить. Вот. И вот это вас немножечко подкосило, да, вот эту уверенность в себе. Хотя вы уверенный в себе человек. Изнутри это чувствуется. Но вот ситуации по башне, это да. Есть такое, что хотели бы знать, когда это разрушение закончится уже, скорее вот хочется, да. Ну, башня, она же рушится, поэтому я говорю про разрушение. Хочется, чтобы какое-то разрушение. Может быть, личные отношения у вас рушатся, может быть, еще что-то такое. На работе все не так идет, не по плану, да. Ну, вот это вот что-то хочется, чтобы закончилось, и чтобы что-то вот уже новенькое начинать. Либо не новенькое, а нормальное что-то продолжать. Ну, вот это такие ваши вопросы, ваши чувства. Ну, справедливость на вас, это фемидочка такая, неплохо, неплохо. Вы знаете ответы на вопросы, вы очень разносторонне развитый человек, да, по этой карте. Ну, где-то в душе, может быть, и... Сейчас, подождите. Сейчас. Ага. Есть такое, что где-то в душе, может быть, надломлены. Но и в то же время вы берете все заново в свои руки и идете своей дорогой. Вот в душе надломлены, да?
Но, как паж, вот это заново, маленький паж, да, но вы как ребенок берете, вот как бы там страшно не было, может даже страх откидываете, и идете дальше, вот колесница, и идете дальше. Вот такой вот человек. Но я еще кое-что вижу здесь. В доме вы очень домовитый, вы любите свой дом, вы за него готовы, там, не знаю, но бывает так, что вы даже и накричать можете, и разозлиться, если кто-то будет лезть в ваши планы, в ваш дом. Ну вот он, дом. Вот. И вот так вот можете кому-то палочкой настучать. Ну, потому что не надо в вашу жизнь лезть. И это правильно, ну, справедливость. Это правильно. Когда помощь ждешь, то это одно. А когда не надо ничего, не надо лезть. Да, вот такое ваше понимание, вот такая ваша жизнь. Вот. По девятке монет учились где-то, получили образование. Если кто-то из вас все-таки, ну, как бы расклад общий, не учился, вы все равно по жизни получили это образование. Вы все равно действительно в своем, что вот вам по судьбе, вы разбираетесь. Но кто-то из вас, да, вот учился, получил, может быть, даже несколько дипломов у кого-то есть по девятке монет. Ну, потому что экзамены сдавали, проходили это все. Есть такое. Туз жезлов, новые дороги хотите открывать. Как это понимать? Не все так гладко. Просто не все так гладко. А ну. Подвешенность есть. Вот эта победа, это ваши триумфы в жизни. Но бывают и подвешенные стороны. Бывает, вот знаете, как будто вот ты идешь по жизни, а потом раз, и такая пауза, а потом опять что-то интересное, потом опять пауза. Вот такая вот ваша жизнь. Она интересная, да, но вам больше хочется по тузу жезлов жить, чтобы всегда был прогресс, чтобы всегда было что-то открыто. Единственное, что хочу тут сказать, как подсказка от этих карт, вот эти вот периоды, когда ты в паузе, в отношениях, опять же, на работе, нет работы, допустим, временно, переезды, вот надо, а никак, еще что-то, да, не переживайте. Это как раз та возможность, где вы накапливаете, собираете все силы, свои планы новые строите, открываются глаза на что-то, появляются новые какие-то мелочи, да, которые вам еще больше сделают интереснее, еще больше, еще перспективнее ваши новые дороги. Так что переживать, если подвешенность какая-то есть, не надо. Это подсказка. Вы все равно в победе, вы ее любите. Вы ее любите. Вот. Вот так. Дальше. Что еще карты про вас расскажут здесь? Ну, королева мечей. Такая вот карта выходит. Это значит, что мозги у вас хорошо работают. Да, хорошо работают. Вы действительно хорошо разбираетесь в какой-то сфере в жизни, очень хорошо. Кто-то домашний, кто-то нет на работе, но что-то есть у вас, вот, чувствуется. Кто-то очень красиво вяжет, кто-то очень красиво рисует, кто-то очень сильно понимает вот эту вот даже юриспруденцию, да, вот эту вот юридическую информацию понимает. Давайте так скажу, попроще, да. Вот. Но голова у вас на месте, скажу так, на месте. Это неплохо. Ну, как неплохо, это вообще шикарно. Есть такое, что вы... Четверка мечей, мне нравится карта, когда она показывает, что вы преодолеваете какую-то трудность, но больше это идет как трудность либо душевную боль, либо реально какую-то боль вы испытываете физически. Есть что-то, что болит, либо тревожит, либо, ну не знаю, там мешает, да, что-то есть. Но четверочка — это выход из этого. Это, слава Богу, выход есть, и он идет. Так что выздоровление будет у вас обязательно.
Как, на что обратить внимание? Четверка монет. Все в ваших руках. И то, как написано по судьбе, так и будет. А как написано по судьбе? Тут дьявол вышел. А написано по судьбе нечего. Дьявол около вас бегать. Слушайте, да вы сами дьяволица немножко. А кто из вас умеет предсказывать? Кто-то может тоже. Кое-что видите, чувствуете. Есть такое. А ну рядом с тобой что? А рядом с тобой весы. Это значит взвешивание. Идет взвешивание сейчас. Судьба сейчас вас испытывает на прочность. Именно сейчас. Не когда-то, хотя и когда-то, может быть, тоже такие какие-то ситуации были. Но именно сейчас карты говорят, судьба вас испытывает на прочность, а вы прочный человек. Дьявол отходит. Кто-то хотел сделать вам плохо, либо просто дьявол — это как понимание, что да, плохая ситуация была в вашей жизни. Может, даже и есть какая-то боль, переживания, страхи, опять же, да. Вот. И физически, может быть, недомогание, может быть, в чем-то проблема, ну, реально есть, вот по дьяволу. Но оно отходит. Здесь судьба вас испытывает на прочность. И вы идете, ну, я скажу, правильным путем. Ошибки есть? Ну, есть немножко. Есть, потому что вы себя иногда в жертву ставите. Вы себя иногда чересчур уж отдаете чему-то или кому-то. Вы действительно, может быть, даже очень сильно на себе тянете какую-то ношу. Вот такое здесь есть. Но и в то же время вас обижали. Вас обижали. Плакать хотелось. Иногда даже не плакалось. Просто такое, знаете, состояние вот чувствуется от карты, когда вроде бы заплакать нужно, а оно не плачется даже, потому что так все тяжело становится, что просто уже эмоций не хватает. Вот такие ситуации тоже у вас были в жизни. Ну, дьявол не просто так вышел. Дьявол говорит, плохое я могу сделать, но я могу и отойти. Дьявол — это же тоже как падшие ангелы, как их называют там правильно, да? Ну, вы знаете по-своему. Он может и отойти. Но здесь взвешивание идет. Здесь карты говорят, бери себя в руки. Делай себе выходные. Делай себе подарки, делай себе счастье, где ты больше будешь улыбаться. Пойди там на рыбалку, либо пойди по магазину походи, просто так хотя бы погуляй. Съезди на самое достопримечательное место, где твоя душа просто, ты посидишь, посмотришь и выдохнешь плохое. А хорошее надышишься этим хорошим. Вот как-то так. Не знаю, кто из вас рыбалку любит, а? И чувствуется здесь. Кто-то любит рыбку. Может быть, не рыбалку, а рыбку просто покушать. Угу. Так. Пауза сменяется какими-то интересными событиями. Маг. Что-то в вас есть. Вот что-то в вас есть. Вот, не знаю, ведьмочка, что ли, такая интересная. Или как это еще сказать? Может, не обязательно это говорить, но что-то в вас есть. Тут 13-й аркан после мага выходит. Это смерть магическим воздействием в вашу сторону и рождение вашей силы. Вот что эта карта говорит. Ну, потому что 13-й аркан — это точно перемена. Где-то смерть, где-то рождение. Маг, потом смерть. Значит, какие-то магические на вас вот эти набросы, все, отмирают, уходят. Поэтому и дьявол здесь вышел с взвешиванием. Я не всегда, говорит, плохой.
я просто могу отойти. Ну, как-то так. Да, по дьяволу еще можно считывать информацию, что иногда эта карта говорит, что к вам в жизнь приходит больше энтузиазма, больше каких-то впечатлений, больше огня, страсти, да. Но тоже, как бывает, что уносит куда-то в лавину вот этого огня, это не очень хорошо. А иногда это хорошо, но умеренно. Вот идет вот эта умеренность самого лучшего в вашу жизнь. Так что вот так карты. Странно, но вот так. Именно вот так говорят вся правда про тебя на сегодня. Иерофант выходит после дьявола, мага, еще и 13-го аркана выходит Иерофант. Иерофант говорит, что силы высшие на небесах, они с тобой. И все, что происходит сейчас в этой жизни, оно происходит даже легче, чем могло бы быть, потому что у тебя есть защита. У тебя есть защита. Да, могло бы быть хуже, а как? Ну, такое мечевое что-то. Рыцарь мечей, ну, это больше как голова. Это может быть голова бы еще сильнее болела, либо душевные какие-то раны конкретные могли бы вот присутствовать и просто на погибель вести. Знаете, что это такое мечевое нехорошее, но оно вас обошло и будет обходить, потому что Иерофант — это посланник от высших сил. Он говорит, что ты под защитой. Ты под защитой. Если есть такие переживания, да, вот эти сомнения, что а вдруг все плохо будет. Нет, все будет хорошо. Но если нет таких переживаний, слава Богу, прекрасно. 8 кубков. Вам возвращается солнечный свет. Ну, это свет удачи. И люди хорошие идут. Да и вы, человек, который любит путешествовать, любите свободу, любите такие хорошие, ну, такие развлечения, либо чтобы легкость была, чтобы меньше голова была загружена. Вот такое вот любите. Что еще про тебя карты скажут? 4 кубков и королева жезлов, да? А ну еще 3-я карта сюда. Верховная жрица. Как вам сказать, все-таки ведьмочка у вас присутствует. Присутствует. Есть у вас интуиция, есть у вас какой-то дар интересный. Вот серьезно. Знаете, если вы сейчас вот даже... Вот возьмите против часовой стрелки, просто 3 раза повернитесь. Вот встаньте и повернитесь против часовой стрелки. Какая мысль первая после этого придет к вам в голову? Вот поставьте ее на исправление, на то, что... Ну, это как ответ на ваш вопрос будет даже. Не знаю, вот как-то так здесь идет. Серьезно. Вот серьезно. Что вы хотите, либо что вы задумали, либо просто первое, ой, что это там? И все, это уже ответ. Так, значит, надо обратить внимание в скором времени, а что там, и не лезть на рожон. Понимаете, здесь даже как вот вы умеете это. Вы реально умеете, вам высшие силы дали, но вы что-то не берете. Что-то закрываете немножко в себе. Ну, может быть, если вы так хотите, так и будет. Правильно? Правильно. Вот. Но если хотите что-то урвать еще чуть-чуть получше, то подумайте над этим. У вас есть дар какой-то. Передался от кого? Человек на небесах. Его уже нет. Мужчина. Или по мужской, по папиной линии, от кого-то по папиной линии, тот, кто на небесах. Либо от самого мужчины, но он тоже тогда на небесах. От дедушки, прадедушки, не знаю, там, ну, вам передался какой-то дар.
Он действительно приведет вашу жизнь в более сильную гармонию, этот дар. Если вам это не нравится, да, значит не надо. Оно само потом придет, оно само подключится. Но если вы хотите все-таки включить что-то в себе, то время пришло. Смотрите, этот дар, да, может быть и интуиция, и действительно ответы на вопросы, прям, которые вы видите везде перед собой, и четко, реально так и получается. Может быть, вам действительно какие-то сны снятся, где надо ухватиться за какое-то важное что-то, и все, и действительно так и будет. Но еще может быть у вас дар, допустим, рисовать от этого человека, да? Но вы этим не занимаетесь. Попробуйте, может быть, это именно то, что привлечет к вам очень хороших людей, любовь, процветание в финансах. Либо еще что-то другое. Выращивать растения, не знаю, там, по дереву, подучить что-то и пойти по специальности какой-то, там, не знаю, юрист, да? Ну, что-то типа этого. Что-то у вас есть. И это очень важно. А если вы этим уже пользуетесь, то это вообще превосходно. Это вообще превосходно. У вас возвращение идет, возвращение очень светлых моментов, тех, которые вы ждали, но никак не происходило. Вот скоро будет что-то очень интересное. Что еще карты про вас скажут уже напоследок? Но что-то интересненькое карты сказали сегодня. Да, мне нравится вот этот посыл, очень нравится. Так, Паж кубков. Новые дороги с любовью. Тяжесть, десяточка. Что с тяжестью? С тяжести вы выходите. Вот она, тяжесть. Да, десятка жезлов такая вот. И шестерка мечей — это выход к своему, как я всегда говорю. Я ее обожаю, эту карту, серьезно. Особенно после основного чего-то. Что вы выходите из этой тяжести, и вы вообще интересный, легкий человек. Просто есть люди, есть ситуации, которые гнобят и которые давят. Так вот, вы из этого выходите. Эта лодка, это четверка мечей говорит, то есть это шестерка мечей, говорит о том, что вам еще в помощь даже кто-то придет. Вот хороший человек, очень хороший в помощь придет. Знаете, как свет такой зажгет в вашем доме. Кстати, ждите, да. Какой-то фонарик будет знаком. Не знаю, там зажигалка, свечка, фонарик мигнет, свет отключат, включат. Вот этот знак, что в вашей жизни действительно идут перемены. Идут перемены. Я говорю, ждите, идут перемены. Семерка пентаклей — это ожидание, но счастливое. Угу. Обязательно так. На дне колоды вот интересный человек в вашу жизнь идет, король кубков, да? Да, король кубков. Вот такой человек, так что ждите. Интересные ситуации, моменты, события. Ну а как без этого? Нет, без этого неинтересная жизнь, да? А ваша жизнь, она написана в книге судьбы интересной. Поэтому все, что могло бы быть плохое, вы просто отталкиваете даже сейчас, даже тем, что вы сейчас здесь, именно вы. Не все миллиарды нашей планеты, да, а именно вы здесь, потому что вы берете эту энергию продвижения на самое лучшее. Ну и человека какого-то встретите интересного. Угу. Все, счастье вам огромадное, просто превосходные карты вышли. Со своими, конечно, вот этими, там тяжело, там и чувствовалось, да, ну первая ж башня выходила, чувствовалось, что все-таки вы тяжести испытываете, но вы из этого выходите, вы сильный человек, вы интересный человек, да, иногда не хочется быть сильным, кстати, иногда не хочется, я чувствую по вот этому раскладу, не хочется быть сильным, хочется быть счастливым, вы будете счастливым человеком. Вот так. Все, на сегодня точно все. Я с вами не прощаюсь, я только на Ютубе, да, чтобы вы и другим, если можно будет, передавали, что я только на Ютубе.
Здесь моя энергия, которая вас действительно будет и лечить, и защищать, и направлять хороший поток счастья в вашу сторону. Я читаю молитвы, но они только здесь, на Ютубе. Счастье еще раз вам огромадное. Удачи везде. Увидимся, услышимся. На связи. Я вас жду на свой следующий расклад. Все, всего хорошего, хорошего.